10 секретных зон на женском теле. Хочешь стать единственным в ее жизни? Смотри подробности в этом видео. Приветствую, друзья! В этом видео я расскажу о малоизвестных зонах на женском теле, которые сведут с ума твою партнершу, а тебе позволят стать единственным и желанным мужчиной в ее жизни и повысят твою самооценку. Многие мужчины, не обладая информацией об этих зонах, не зная, как на них правильно воздействовать, совершают много ошибок, пытаясь удовлетворить женщину. С ошибок и начнем. Мужчины, имея низкую сексуальную грамотность, послушав таких же неопытных друзей, как и они сами, или подсмотрев фильмов для взрослых какую-то фишку в постели, пробуют применить ее ко всем партнершам, с которыми его сводит судьба. Думая, что это должно работать, но это не так, так как каждая девушка индивидуальна, и что работает с одной, может не работать с другой. Конечно же, хуже, если мужчина вообще ничего не пробует и не пытается делать. Поэтому первый совет. Общайтесь со своей супругой, партнершей, узнавайте, что ей действительно нравится, обсуждайте, кому как приятнее и что для этого надо сделать. Если же вы стесняетесь говорить на эту тему, то смотрите данное видео, далее все по порядку. Следующая ошибка. Есть такое мнение, что чем чаще ты будешь менять позы, чем мужчина чаще меняет позы, тем дольше сможет он не кончить. Некоторым мужчинам это действительно помогает, но не помогает девушке сконцентрироваться на ее ощущениях, чтобы приблизить оргазм и испытать его, так как каждый раз при смене позы сбивается настрой. Поэтому изучайте мой курс о продлении половых актов без всякой акробатики в постели. Ссылку вы найдете под этим видео, а также под любым видео на моем канале. А с вашей партнершей выберите 2-3 позы, которые помогают ей достичь оргазма. Сначала поза для разогрева, а потом та, в которой ей максимально комфортно, где она расслаблена и хорошо чувствует вас в себе, чаще всего достигает оргазм. Спросите у нее об этой позе, об этих позах. А если вы давно в отношениях, то я думаю, что вы сами знаете эти позы. Но это не означает, что вы периодически не должны экспериментировать и искать новые позы для разнообразия в постели. Еще мужчины совершают грубейшую ошибку, это пренебрегая предварительными ласками. То есть без стимуляции и воздействия на те зоны, о которых речь пойдет далее, начинают половой акт с неготовой к нему женщиной, неразогретой женщиной. Эта распространенная ошибка приводит к тому, что у неподготовленной женщины к половому акту внутри сухо, и ей неприятно проникновение. Также она не успевает достичь оргазма к тому моменту, когда мужчина уже кончает, когда происходит у него разрядка, а тем более, если у мужчины еще и ранняя эякуляция. Это приводит к тому, что женщине становится неприятно и неинтересна интимная близость с этим мужчиной. Она начинает ее избегать, ссылаясь то на плохое самочувствие, то на занятость с детьми, то на срочные дела. В общем, любыми поводами старается избежать интимной близости. Со временем в отношениях без интимной близости партнеры теряют привязанность и интерес друг к другу. Это приводит к расставанию, разделу имущества и встрече мужчины со своими детьми по выходным. Также женщина может, как говорится, для здоровья найти любовника, с которым она будет испытывать то, что ей не дает ее мужчина, либо просто будет заниматься самоудовлетворением. А интимную близость с мужем переведет на выгодные для нее условия, рассуждая так: раз я не получаю удовольствия в постели, тогда я должна это компенсировать материально. И таким образом подсаживает своего партнера, чаще это, конечно, муж, на подарки, на материальное вознаграждение, которое он должен делать за близость с ней, как говорится, за деньги, да. Поэтому, чтобы стать лучшим для нее, поднять свою самооценку, избежать измен, построить гармоничные отношения со своей партнершей, так, чтобы партнерша сама была инициатором интима, начинайте близость с предварительных ласк, с воздействием на чувствительные зоны, о которых я сейчас расскажу. На теле женщины они могут располагаться в разных местах, все индивидуально. Поэтому их чувствительность и реакцию партнерши при их стимуляции надо проверять экспериментально на практике. Пойдем с самого верха. Как правило, эти зоны располагаются в местах, которые редко бывают на виду, и к ним практически не прикасаются посторонние люди. Если и прикасаются, то в силу своей профессии, например, врачи, но не с такой интенсивностью, чтобы спровоцировать возбуждение. Итак, первая зона, сверху вниз, это кожа на голове, в области роста волос, особенно затылка.
Она является одной из самых чувствительных зон у женщины. Нежный массаж, ласки, поцелуи в этой зоне могут вызвать приятное ощущение и усилить возбуждение. Даже использование массажера вызывает бурную эмоцию. Необходимо правильное нежное воздействие на них, поглаживание с определенным нажатием и темпом. Почесывание за ушком даже кошке приятно. Еще одна зона, которая расположена на голове, это ушные раковины и мочки ушей. Здесь сосредоточено большое количество нервных окончаний, делая эту зону очень чувствительной к прикосновениям и поцелуям. Нежные ласки, поцелуи, покусывания могут быть очень возбуждающими для большинства женщин. Третья зона переходит из первой, это задняя поверхность шеи, начало спины выше лопаток, так называемое кошачье место. Проминание, поглаживание, нежное прикосновение кончиками пальцев – все это поможет доставить вам массу удовольствия своей партнерши. А еще попробуйте не сильно поприкусывать партнершу в этой области и посмотрите на ее реакцию. Следующая зона, которая обладает высокой чувствительностью, это область подмышек и боковая поверхность ребер. Если вы начнете воздействовать на эту зону при помощи губ, языка, легкими прикосновениями подушечек пальцев, возможно, девушке это сначала будет щекотно, но задача найти такую силу воздействия, чтобы эти прикосновения несли удовольствие и возбуждение. Но все же найдутся женщины, кому это доставит дискомфорт, либо вы просто неправильно подобрали силу воздействия. Грудь мы обсуждать не будем. Все и так знают про то, что она достаточно чувствительна, особенно соски и ореолы вокруг них. Кстати, чем смуглее соски и ореолы на груди, тем они чувствительнее. Женщины с очень смуглыми ореолами и сосками могут кончить от воздействия на них при помощи поцелуев, например. Следующая зона, которая заслуживает внимания, но часто про нее мужчины забывают, это женский животик. То есть зона вокруг пупка. Опять же, не все женщины спокойно относятся к прикосновениям в этой области. Если партнерше приятны легкие поглаживания, чуть касаясь кончиками пальцев ее нежной кожи и спускаясь вниз в паховую область, это может вызвать сильное возбуждение. На зону живота надо воздействовать нежными поцелуями и еле уловимыми касаниями и поглаживаниями. Если вы подберете здесь к ней ключик, то она по-любому вас отблагодарит. Еще одна зона, которой мужчины практически не уделяют внимания, это область крестца и копчика. Переверните девушку на животик и с небольшим усилием промассируйте эту зону, а потом то же самое легкими движениями, чуть касаясь ее тела, погладьте. Можно добавить масло. Ваша партнерша, скорее всего, точно не испытывала такого. Движемся ниже, теперь спереди. Здесь находится зона паховых складок. Хочу уточнить, что это не клитор и не половые губы. О них вы и так сами знаете. Эта зона расположена вокруг них. Если вы готовите женщину к лучшей близости в ее жизни, этой зоне необходимо уделить больше внимания. Воздействие на нее поможет обеспечить хороший приток крови в область клитора, половым губам, к входу в влагалище, где сосредоточено наибольшее количество нервных окончаний. Это поможет вашей партнерше быстрее достичь самого яркого оргазма. Стимуляция также должна быть очень нежной. Ниже паховых складок расположена еще одна очень чувствительная зона – это внутренняя поверхность бедер. Внутренняя поверхность бедер чувствительна к обычным нежным прикосновениям и поглаживаниям. Для хорошей разрядки, для сброса напряжения, именно то, как раз что происходит физиологически во время оргазма, попросите вашу партнершу напрячь бедра и сжать внутреннюю поверхность. Если все получится, то она должна испытать миотонический оргазм, есть такой его вид. Но опять же здесь все индивидуально и с первого раза может просто не получиться, но надо пробовать. Всегда надо все пробовать, подбирать индивидуальный подход, чтобы ваша девушка раскрылась, смогла испытать все то, что в ней пока что спит, и даже ей само пока еще неизвестно. Ниже есть еще зоны, и это ступни ног, пальцы на ногах, но это тоже все индивидуально. Но от массажа ступней с маслом ни одна девушка не откажется. С этого можно и начинать предварительные ласки. Главное пробовать способы и силу воздействия. В некоторых случаях можно прибегнуть к использованию масел или предметов, например, взять перо для более нежного прикосновения. Все зависит от вашей фантазии и от согласия на эксперименты вашей девушки. Пробуйте, и все у вас получится, вы станете лучшим любовником в ее жизни. Больше информации смотрите в моем закрытом телеграм-канале для мужчин, который 18+, где я размещаю видео, которые не могу разместить здесь.
А также в моих курсах все ссылки вы найдете в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить палец вверх и комментировать. Удачи в экспериментах, да пребудет с вами мужская сила, до свидания. А прямо сейчас здесь вы сможете перейти в мой телеграм-канал.